Всех приветствую, вы на канале Bodybuilding Russia. Сегодня у нас интересная тема. 3 основополагающих факта по поводу набора массы. Несмотря на то, что они всем известны, люди продолжают спрашивать об этом. Сколько я наберу с пачки гейнера, почему не идет масса и так далее. Не забывайте, что на данный момент мы сотрудничаем с магазином спортивного питания Sport Food 40, где вы сможете купить со скидкой по нашему промокоду BODY15 товары спортивного питания. Причем с нашей скидкой они получатся дешевле, чем на маркетплейсах. И самое главное, это будет оригинал, в отличие от маркетплейсов, где можно нарваться непонятно на что. sportfood40.ru. Заходите, в описании промокод для тех, кто не знает, как это пишется. Итак, погнали. Много вопросов. Почему не набираю, что случилось, сколько с пачки гейнера наберу протеина и так далее. И почему это происходит? Итак, основных 3 принципа, которые влияют на набор массы. Все их знают, но еще раз про них поговорим. Первый принцип – сон. Вы должны спать не менее 7 часов, чтобы набирать массу. Это время необходимо организму, чтобы восстановиться и чтобы у вас происходил на достаточном уровне синтез белка, то есть синтез новых мышц, новые мышцы, чтобы у вас образовывались. Многие люди пишут: сплю по 4-5 часов, там я студент, работаю и так далее, масса не идет. Нужно наладить сон. Не менее 7 часов, в идеале 8 и больше. Второй момент. Тренировочный процесс. У вас должен быть настроен тренировочный процесс. Часто вижу, как приходят новички, молодые парни, и занимаются такой ерундой, что просто жалко, что они теряют время. Не скупитесь, наймите себе тренера на несколько первых походов в зал, чтобы он вам составил тренировочную программу под ваш вес, ваш опыт и показал, как правильно выполнять упражнения. Вы убережете себя, первое, от травм, и второе, вы не будете ходить и терять время и деньги просто так. Деньги, которые вы заплатили за абонемент в зал. Поэтому здесь не надо скупиться. Если уж вы прям категорически против тренера, почитайте в интернете, посмотрите программы какие-то проверенные уже, посмотрите, как выполняют тренера на YouTube упражнения и так далее. То есть у вас должна быть правильная тренировочная программа. При неправильной тренировочной программе масса идти не будет, потому что тренировки это у нас и есть как раз катализатор к росту мышечной массы. То есть если нет тренировок, не будет расти масса, потому что не происходит у вас стимуляция роста мышечной массы. И третий, самый основной момент – это питание. Самая часто распространенная ошибка, что страдает у всех. Многие пишут, начинают рассказывать, там, сколько я наберу, почему вес не идет, начинаешь спрашивать, как питается. Питается человек 2-3 раза в день и питается какой-то ерундой. Все, никакого прогресса не будет. Ни креатин, ни бета-аланин, ни БЦА, ничего вам в этом не поможет для набора массы. Нужно наладить питание. Здесь все на первое время очень просто. Существует формула. Свой вес умножаете на 30. Это получится столько калорий вам нужно потреблять в день, чтобы просто обеспечивать организм жизнедеятельностью. Если вы хотите наращивать массу, то плюс 500 калорий на первое время. То есть, пример, ваш вес 70 килограмм. Умножаете на 30, получается 2100. Прибавляете 500, 2600 калорий вам нужно есть в день. Считайте свой рацион, без подсчетов, к сожалению, никуда не деться. Считайте рацион. Если вы не набираете 2600 калорий, то никакой массы вам не видать. Даже если будет хорошая программа, даже если спать будете. Основное, что растит мышечную массу, это питание, обычная еда. Протеин и гейнер – это лишь помощь, которую вы подключаете в том случае, если вы чуть-чуть не можете набрать. То есть основным преобладающим фактором у вас должно быть питание, а протеин и гейнер – это добавки к питанию. И второе. Первое у нас количество калорий. Второе, из этого количества калорий у вас должно быть минимум 1,5-2 грамма белка на килограмм веса, чтобы тоже начала расти мышечная масса. Так как, для тех, кто не знает, у нас строительным блоком для мышц является белок, по-английски протеин.
Поэтому, опять же, пример. 70 ваш вес килограмм умножаем на 1,5. Получается у нас 105 грамм белка минимум в день из всей вашей пищи у вас должно быть, чтобы вы начали набирать мышечную массу. То есть 2600 калорий и 105 грамм белка для человека весом в 70 килограмм нужно в день. Если вы не будете следовать этим простым формулам, то никакой мышечной массы вам не видать, как бы вы ни старались. Поэтому проверьте, так сказать, свой распорядок дня на эти 3 основополагающих принципа: сон, программа тренировок и питание. Если у вас все это следует тому, что я только что описал, то результат будет. Если какой-то из этих у вас выпадает, то результат будет сильно затруднен, либо он вообще будет отсутствовать. В принципе, все по этой теме. Если остались вопросы, задавайте в комментариях. Всем пока.